Давайте сначала, наверное, вернемся в прошлое. Антон, 2007 год, первый QuakeCon, 4×4, самый большой пирог, и ты там не участвовал. Как так получилось? Почему тебя не было там, почему не сложилось? Или не было цели такой вообще? Вообще не отвечу, не помню, что там за турнир вообще такой был. Насколько я помню... Sacrifice, там, где выиграл Клавс. 2017 ты имеешь в виду? 17, да, конечно. Ну потому что я заслоупочил, и я тогда еще плотно в Overwatch катал. Пойдем. Ладно, пойдем вперед, до спиды. Щит дай. И к Quake'у я относился тогда не очень серьезно, и я просто пропустил момент, когда формировались вообще команды, то есть когда я туда зашел, уже не было просто игроков вакантных. Понятно, трудно было на набрать такси, да? Когда ты узнал, что турниры будут на QuakeCon именно 4×4 и 1 на 1? Просто вот я помню... По идее, это было весной 2017 года. То есть, это где-то вот апрель, май. Ага. Когда ролик, в принципе, выпустили? Я точно не помню, но, скорее всего, как это обычно происходит, люди между собой общаются, то есть... То есть инсайдов просто не было никаких? Возможно, их и не было, возможно, я даже ими не интересовался, будем так говорить, потому что я тогда в Overwatch катал. Ну, вообще, ты знал про разработку Quake Champions? Может быть, тебя приглашали там потестить игру или что-то такое? Были такие попытки, но я не люблю всем этим заниматься, то есть тем более там предлагалось ездить, по-моему, в студию в Питер, там что-то тестить, смотреть, давать фидбэк и так далее. Я, если этим занимаюсь, то строго в домашних условиях, потому что я очень не люблю все эти лишние движения, скажем так. По поводу студии, просто если кто не знает, в Питере Cyber Interactive, они разрабатывали как раз движок, и, соответственно, они приглашали игроков не только из пула Quake, но еще и из Counter-Strike, и из других шутеров, и, оплачивали переезд и отели, чтобы игроки могли приехать потестить. Меня тоже приглашали, но я не смог там поехать. Окей. Ладно, смотри. Значит, получается, 17-й QuakeCon ты, по сути, пропустил. Дальше у тебя был период, когда тебя подписали Na'Vi. Или как сказать правильно? Не пропустил, а 4×4 Sacrifice пропустил. Sacrifice, да, к сожалению. Дуэльно неплохо все равно выступил. Да. Третья, да, по-моему, ты занял? Ты вообще, как в тот момент ты оценил свою игру? Был ли доволен этим результатом или рассчитывал на больше? Во-первых, насчет Sacrifice я бы еще, кстати, сказал, что у меня там, в принципе, была опция заменить какого-то из игроков. В частности, по-моему, Хрона я мог заменить из-за того, что у него могли возникнуть потенциальные проблемы с визой. И кто даже помнит, они даже отборочно играли не с Хроном, отобрались на QuakeCon, и потом уже Хрон, соответственно, заджойнился Да. У меня была такая опция, но у Хрона все хорошо было с этим делом, поэтому, да, я скипал полностью Sacrifice, и был фокус на дуэли. Да, тогда я подписался с Na'Vi. Шансы я свои оценивал, как обычно, очень слабо. Но единственное, помню, что я тогда не играл на Анарке вообще. И это, собственно, была самая важная причина, почему я отлетел от Клавза. Он был в мете, да, Анарки, по-моему? Он был в супер мете, он был супер быстрый, он был супер мобильный. И тогда, когда ты размениваешь первый фраг, условно, там был пик примерно Сарлак, Анарки и Никс. Все играли примерно так. И все берут вначале толстого перса в виде Сарлага. Случается первая драка, идет размен, Сарлаг остается там, очень лоу хп, да. Ты тут же берешь Анарки, инъекцию и полетел, тут же, сразу же понял. Сбриваешь, да? Да, получается, что ты сразу же сравниваешь. А у меня не было Анарки, у меня было Никс и Галена. И поэтому я очень сильно в этом моменте проседал. И даже я выиграл, когда первую карту, а это была DM6. Да, кстати. Там было гораздо проще, потому что там дистанции, то есть там можно было засейвиться. То есть если делаешь первый фраг, ты спокойно сейвишься за счет того, что тебе позволяет именно архитектура карты.
А уже потом вторая, третья карта, они достаточно маленькие, компактные, там просто некуда уже деваться. То есть человек просто включает инъекцию, он понимает примерно, где ты находишься, он просто дабл ее зажимает. И все, и дальше продолжает на этом анарке. То есть, ну, представь ситуацию, что он меня убивает, я беру Никсу. Он на анарке, я Никсой. Ну, тут максимум 50 на 50 шансы. Даже Никса, наверное, будет послабже смотреться. Поэтому я в этом плане как бы по математике... Ну да, но Никса просевал. хороша в эскейпе, да, анарки хорошие именно на пуше. Ну да. Поэтому В то время и скипнуться можно было за анарки. Ну да. Ну, шансы я оценивал так себе свои. Ну, то есть я просто всегда еду, когда на турнир, я не ставлю себе там цель, не знаю, войти в топ-3 там, или, не знаю, выиграть турнир. Я к этому весьма философски отношусь. То есть как пойдет, так оно и пойдет. То есть мне кажется, уже все предначертано, так сказать, всем в нашей жизни, поэтому я проще к этому отношусь. Ну, всегда стараюсь просто показать какой-то уровень И получается. и сделать так, чтобы, не знаю, Обычно хотя бы, получается. знаешь, потом пересмотреть было, ну, не стыдно, будем так говорить. Как бы вот это у меня основная цель на все чемпы, а дальше как сложится, так сложится. Вот. Ну, вот удивительно, что Ву занял второе место, Да. а как бы, я не знаю, знают все или не знают, что он даже участвовать там не должен быть. Ему В просто принципе, отдали ему слот дали сейфа. инвайт чей-то, да. Я с ним играл в интернете за слот на Квейконе. И там был супер потный матч. Я еле-еле у него выиграл. И каково было мое удивление, что Хренакс, он типа приезжает на Квейкон и занимает там второе место. 50 кусочков. Да, отлетело. А Ву, он такой человек, вот кто за его историей следил, он всегда, короче, появляется в те моменты, где такие достаточно большие деньги В начале, фигурируют. да, в начале дисциплины. Пенкиллере, по-моему. Ну вот на пенкиллере он нафармил очень много денег. И здесь он тоже ворвался вот прям в нужный момент, короче, нафармил там везде, где надо, и все, его больше нет. Ну, позволил... Здесь должна быть И у ставка, него все получается. ставка из Снэча охуенно хитрожопый русский. И я хотел бы встретиться с этим охуенно хитрожопым русским. Нет, ну просто у него был скилл в пейнкиллере, а насколько я понимаю, это аналог анарки. Да, CPMA, Ну, movement, поэтому, вот это все, да. поэтому, поскольку Но он был наиграл, там, собственно, на Сарлаге и на анарке постоянно. он просто перенес скилл. Ну, что Что с Ву произошло после нерфа анарки? Его вообще нигде не слышно. Да, это просто у человека в голове, я не знаю, какой-то, блядь, блок срабатывает. Я не знаю, разницы никакой нет. Любой человек может адаптироваться под абсолютно любые условия. Слушай, ну хорошо. Ну ты же не играл на анарке. Ты Не сейчас играл. на нем хорошо играешь. Ну, я начал играть там Ну у тебя же все хорошо? с анарки? Да. Да, У но я меня все хорошо с натренировался. анарки. Получается у вас действительно. Умеете, могете просто. Нет. Также и он мог, знаешь, на любого персонажа свичнуться, просто приложить к этому усилия, у него все будет хорошо. Хорошо, но вот смотри, получается, в ЭКУ-3 персонажа с физикой есть. Тогда почему он после пейнкиллера в Quake Life не зашел? А он А пытался. смысл ведь. какой? Он ведь пытался. Ну, пытался он, может Ну, быть, наверное, не просто, было знаешь, такой финансовой побегал. мотивации. Ну да, во-первых, Ву — это такой человек, у которого главная цель — это слава и деньги. И это нормально абсолютно. Ну да. Как бы, ну, абсолютно нормально. Кто-то за Поэтому, идею, смысла ему кто-то- играть в Quake Life нет никакого. Ну и плюс он такой сам по себе шебутной парень, если ты его знаешь. И ему просто нравится именно динамика, динамичность. То есть он не может себе позволить, не знаю, играть медленно. Но это вот мое такое впечатление о нем. То есть он именно стремится туда, где типа большие скорости, где типа нужно очень быстро реагировать, Ну, думать и понятно. так далее. Там, где не калькулируется. А там, где нужно slow play, ему это просто, не знаю, у него может там в организме что-то срабатывает. Сань, мне кажется, нам чего-то не хватает. Ну окей, хрен с ним с Ву. Антон, ты на тот момент был в Нави, в одной из, да, самых известных киберспортивных организаций, по крайней мере, в СНГ, да и в мире, в принципе, тоже. Расскажи про этот период. Я думаю, всем ребятам, всем, кто следит за сценой, за прогеймингом, тем более в Квейке, будет интересно, как вообще ты там оказался, помогали тебе, не помогали, может быть, какая-то инфраструктура классная была внутренняя, я не знаю, психолог там, еще кто-то. Как у кейсеров. Ну, получилось это следующим образом. То есть я сам лично на тот момент занимался своим будущим, будем так говорить. То есть я изначально вообще должен был выступать под тегом All Sports.
и у меня было все с ними хорошо, договорено, все, собственно, мы по рукам ударили, все цифры зафиксировали, и так просто, не знаю, спонтанно вообще сложилось, что на момент именно мне, когда высылали контракт, когда я его должен был уже подписать, мне, собственно, мой менеджер пишет, что, извини, вот прямо резко вообще, короче говоря, поменялись обстоятельства, и маузы, вот тот бюджет, который на тебя выделяли, они вот не могут, потому что там какие-то заморочки были с КСом, на тот момент Нико еще играл, если знаешь, что у КСера. Там с фейзами какие-то были движения, и что-то у них там не срослось, по деньгам это все дело не вышло, и они мне просто вот буквально за 5 минут сказали, что, чувак, сорян, как бы ничего не получится. И я дальше, соответственно, начинаю чесать репу, типа, что делать? Я пошел, написал Hellraisers с Хаусом, кстати, я общался, очень крутой парень, который сейчас, кстати, опять в Нави. Да. Его взяли в Нави, да, на достаточно высокую должность. Я его, кстати, с этим поздравляю. Очень прикольный парень. Мы с ним обсуждали условия. Потом я пошел в Нави, обсудил условия. То есть я, грубо говоря, сам лично этим делом занимался. То есть никто на меня не выходил, никто мне ничего не предлагал. Я лично сам занимался своим продвижением. Более того, когда я с Женей Золотаревым обсуждал этот момент, он мне говорит, типа, о, Антоха, ты вообще играешь еще? Типа, а что там, Quake еще есть? Ну, то есть, примерно вот в таком плане были. Я говорю, ну да, есть, типа, сейчас там вроде турниры пойдут, типа, давай, может быть, что-то сделаем. Он говорит, ну да, давай, интересно, все обсудили, все хорошо. Вот. Ну, в чем заключалась именно со стороны организации помощь тебе? То есть... Организация очень крутая, очень профессиональная, то есть они покрывают буквально все, кроме твоей игры. Все, что должен делать, это показывать результат. Да. Единственный негативный момент, но это вот уже моя личная, так сказать, позиция. Я очень не люблю, когда меня давят на тему того, что я должен занимать высокие места. И в Нави это присутствовало. То есть мне не говорили, что типа, Антоха, ты должен именно выигрывать. Ты там должен быть в топе. Мне такого не говорили, но у меня всегда был такой фон, ощущение, что если я покажу плохой результат, то это будет плохо, это скажется на моих взаимоотношениях, на отношении ко мне, возможно, на моих гонорарах и, возможно, на моем контракте в целом. Я этого очень не люблю, чтобы на меня вот это давило. То есть, и даже сейчас, когда я... В психологическом плане, да, тебе комфортнее, когда, скажем так, от тебя ничего не ждут. Да, в маузах мы научились сотрудничать таким образом, что мы друг другу внушали, условно, что если что бы ни случилось, неважен результат, покажи хорошую игру, все будет хорошо, мы вместе остаемся, работаем и продолжаем развиваться. Вот с того момента я для себя понял, что это наилучший вообще вариант взаимоотношений. И в АМД я такую же примерно стратегию тоже выстроил. Я изначально поставил условие, что на меня нельзя давить в плане результатов никогда. Потому что это реально, ты садишься играть, и если ты себе в голову даешь установку, если ты сейчас проиграешь, то будет плохо, будет, не знаю, там, штраф, или потенциально это навредит контракту, или зарплата, там, или репутация, или еще что-то, или тебе там просто, там, знаешь, посмотрят и, что-то скажут. Это уже дает, по математике определенный эффект, который скажется, скорее всего, в сторону проигрыша. Я должен быть максимально уверен в том, что несмотря на мой результат, все будет ЗБС. Извини, а по контракту они что, например, ты заключаешь контракт на какой-то период, да? Вот там с Нави. Это кто как договаривается. Обычно, да, существует какой-то период, потом либо пролонгация, либо пересмотр, либо они могут все изменить в периоде? Опять же, это зависит от контрактов. Нет, это как ты договоришься. То есть в основном это бывает так, что организация тебя может просто в одностороннем порядке предупредить о том, что через месяц, условно, ты покидаешь организацию. То есть, контракты ничего, по сути дела... Ты в ответ можешь сказать, нет, я не согласен на такие условия. Я хочу, чтобы, не знаю, если даже вы меня хотите, например, кикнуть, я хочу, чтобы я полгода еще сидел на зарплате, ничего не делая. Они тебе скажут, нет, Саша, так мы не будем делать. Давай, 2-3 месяца. Это просто как ты договоришься, это нормальная практика. Смысл контракта. Вообще, вот сейчас была ситуация, да, как раз с Нави и с Дотой. Так. Там, якобы Virtus.a поступили некрасиво, игрок Нави хотел уйти в Virtus.pro, соответственно, его не отпускали. Говорят, если любишь, отпусти.
Прошу, не отпускай никогда. Потому что там турниры и так далее и тому подобное. О ком речь? Заяц. Это известный. Ну доктор, да, очень я сильный. знаю эту историю. Вот, соответственно, тем не менее, нашли какую-то лазейку со стороны Virtus.soft в контракте с Na'Vi, и Заяц ушел в Virtus.soft. Вот, но как раз-таки Na'Vi говорили о том, что у них очень много строится на доверии, да, и, в принципе, контракты многие парни даже не смотрят и даже не видели, хотя находятся годами в организации. Например, тот же Дэнди, когда он де-факто уже перестал выступать за Na'Vi, он еще, вот он говорил, то, что, по-моему, полгода или год по контракту получал зарплату. То есть, де-факто он не был игроком, он не играл, в составе не числился, но де-юра по контракту, у него контракт был Ну на вот год. о чем сейчас и Да, беседуем. может быть, конечно, это за заслуги, да, все-таки он очень многое сделал для организации. Может быть, с игроками, скажем так, менее, по крайней мере, для какой-то конкретной организации, менее отдавшими, наверное, своего времени, может быть, как-то жестче поступают, но по сути, контракт нужен для чего? То есть, насколько я понимаю, если мы берем игровые виды спорта, ну, и так далее, и тому подобное. То есть, если, например, у тебя есть контракт с Na'Vi, да, и они хотят его с тобой разорвать, и у них нет каких-то с твоей стороны косяков, там, что ты там, не знаю, ничего не пропустил, они не имеют права, они обязаны выплатить да, тебе это по контракту. подстраховка игрока. Да. А для них какая подстраховка? Чтобы игрок не ушел в другую команду. Да, для них подстраховка. То есть ты не можешь играть под другим тегом, да. А как же они тогда через месяц Давай могут? напрямую, как бы вся история про деньги. Все друг друга страхуют насчет того, чтобы не потерять деньги. Ты как игрок себя страхуешь, организация страхует себя как организация. А Всё как очень же они в просто. одностороннем порядке могут через месяц? Ну, вот так, то, что они у руля, будем так говорить. Ну, контракт пишут они, наверняка Но там они тебе знают предлагают какие-то эти лазейки. условия. Это не означает, что ты, знаешь, на этом должен прямо 100% соглашаться. Это все в рамках договоренности. То есть, видимо, да, им переговоров. выгодно, естественно, предложить, да, завтра ты не нужен. Но и им удобно. нужно свою линию гнуть. Да, но Всё. если ты в цене, это же рынок. Ну, конечно. Они тебя могут потенциально продать. Тогда изначально контракт составляется так, что типа в одностороннем порядке они вправе расторгнуть договор, правильно? Так это прописано все. Ну да, даже в брачном договоре. Но там есть некий период, который они тебе дают. Они тебе будут платить зарплату, например, 2-3 месяца. Ты за эти 2-3 месяца, ну, то есть ты знаешь, что у тебя есть время на то, чтобы попробовать там другие какие-то опции. Так обычно это и делается, но это нормальная практика. Но если ты им экономически не выгоден, зачем ты им нужен? Они тратят... Вот в моем случае было так с Na'Vi. Ну, не знаю. Я как бы понимаю, что я, убыточный кейс. Это нормальная практика. Я понимаю, что они на меня денег тратят больше, чем они на мне могут даже потенциально заработать. Хотя сейчас уже, кстати, они бы заработали на мне, скорее всего, больше. Но это не суть. Но мне как бы прямым текстом сказали, что ты работаешь в убыток для нас, либо давай пересматривать условия, либо просто, расходимся. Условия уже тебе были интересны, да, другие? Да, зачем мне идти на эти условия, если у меня есть альтернатива, которая, мне более выгодна. Это нормальная практика абсолютно. То есть мы с Женей Золотаревым нормально все обсудили, проговорили. То есть по-человечески расстались, Да. никаких претензий Да. ни у кого. А я там тогда, когда выступал, у меня результаты были гораздо хуже, чем сейчас. Потому что присутствовал вот этот вот фон, что какое-то давление есть. Что вот я сейчас проиграю, и там меня, не знаю, будут кикать. Мне это очень сильно не нравится. Но я не мог этого, так сказать, озвучить. Фонит, как говорится. Ну, так и есть, да. Чернобыльский. Я делаю из этого два вывода. Первый, Сань, зря ты согласился подписаться за 3 банки пива быстро. Второй, Антоха как бы очень-очень правильно Ты зря, рассуждает. кстати. Ты так высказал, как будто Бесто совершенно не... Как будто кто-то предлагал тебе больше 3 банок пива. Не финансовая крепкая организация. Это на самом деле не так. Нет, Саня, это просто ты как бы... Не надо сейчас занижать. Не надо. Не, Бесто ты можешь себе позволить. В футбол сидит Бесто и еще что-то говорит. Еще хотелось бы, кстати, добавить, что на собственном опыте точно могу сказать, что самые эффективные, самые выгодные отношения между игрок-организация, когда присутствует именно, дружба, короче говоря. Ну, понятно. У меня в Моузах такое было именно с ЦЕО, с парнем, который, был во главе, да, Моузов. Мы с ним реально как друзья. То есть я когда приезжал там на какой-нибудь немецкий турнир, я просто у него дома оставался. Там, мы ужинали там с его родителями. То есть у нас достаточно близкие были отношения. Но ты же с ними давно, да? Сейчас в АМД... Quake 4 или даже Quake Live?
Quake 3 с Малозахтом? Сейчас расскажу. Сейчас в AMD примерно у меня такая же история. То есть мы настолько как бы близко, хорошо общаемся, что мне, например, там, не знаю, конкуренты предлагают тоже какие-то условия, возможно, даже лучшие условия. Я туда даже не рассматриваю, потому что у меня во главе стоит не только деньги, Ну, лояльность. а Да, потому что, ну, я понимаю, что у меня есть ответственность и есть как бы некий бэкграунд, некая, там, не знаю, дружба и отношения, деловые отношения, как бы, да, которые нужно сохранять и нужно поддерживать. То есть это я для Потому что, Саша, чтобы ты завтра не убегал Для информации. на другую команду. Ну вот ты уже набрался опыта, исходя из тех инвайтов, в которых командах был. Поэтому ты извлек уже такой опыт, и ты так можешь говорить. Да. А можно спросить про М5 у тебя, какие были отношения? Да, все расскажу. Во-первых, про Мауза были вопросы. Да. С С каких пор? Ты же очень давно началась вся эта история. С Quake 4, если не ошибаюсь. С 2000, да, ровно с того момента, как вышел Quake 4 и как проводился первый турнир CPL Winter 2005 в Америке. И там был очень крутой момент в плане того, что тогда угасал Unreal Tournament, тогда угасал Painkiller, тогда угасал Quake 3. Да. И получилось так, что вышла новая игра, и все туда вообще прям ринулись. И я, как сейчас помню, я приехал на тот турнир, то есть там сидели, играли, там, например, Forest из Unreal Tournament, который там в ЦГ, по-моему, выиграл. Да, был такой. Там Лаук, по-моему, играл. Fatality вернулся. Из Painkiller там все туда понабежали, всякие Z-райдеры, то есть там настолько как бы было месиво. И игра совершенно как бы такая в плане динамики, в плане вообще всего архитектуры, физики, она отличалась от Quake, то есть она была новая для всех. И я туда приехал, опять же, вообще даже не планировал, там, даже близко к топ-10 вообще. Я просто ехал туда с мыслью о том, что мне надо просто посмотреть, какие есть вообще эти диапазоны и по скиллу, и куда вообще стремиться, то есть точки Есть ориентира смысл, да? определить. Ну и по иронии Кто судьбы еще из я... России поехал? Блин, а я не помню. Кто-то пытался. Джиба мне? Возможно, Джиба был, Полос, возможно... По-моему, Полос там был, вот я помню, что он там ходил. Не знаю, что он там делал. Ходил. Но кто-то был. Может быть, Микис даже. Я точно не помню. Это было очень давно, я не вспомню. И по иронии судьбы? По иронии судьбы, я как-то выиграл этот турнир в финале с Токсом. Сыграл. Одни и те же лица. Ну, помнишь, Винс такой игрок, например. Винс. Француз. Да. Фас. То есть там Гарпи. То есть там такая вообще была месиво, короче. Z-Rider, Fox. Винс, который потом в Ликвидах был, да? В Sacrifice Да. играл. Да. Сейчас Diabotical играет много, я знаю. Ну, не суть. М5. У Сашки вопрос. М5 это была моя ошибка, которая мне как раз-таки и дала опыта. У меня был контракт с Маузами, у меня была нормальная зарплата. Появились М5, сказали, ну, типа, короче, перекупили меня. Вот. А тогда был уже такой возраст, ну, когда деньги, типа, все-таки достаточно много значит уже в жизни. Ну, я пошел просто за деньгами. Вот, там на, условно, 50% условия лучше были по деньгам. И там я как раз столкнулся с тем, что мне прям говорили, чувак, у тебя такая зарплата, а ты занимаешь там топ-5. Не годится. Вот. Ну, на этом закончились наши отношения с Димой Смелым. Вот, он там, ну, собственно, он и тогда стоял у руля. Ну, ясно. Это время поучительных, Ну, это нормально, обычная поучительных история. историй от Как бы, Кулера. да, просто не надо в первую очередь за деньгами гнаться. Нужно гнаться за стабильностью и за тем, чтобы у тебя были условия, которые тебе позволяют именно выигрывать. Потому что там, где большие деньги, там, скорее всего, у тебя будут именно, не знаю, кнутом по спине херачить каждый раз и в угол тебя ставить. А эта деятельность, она подразумевает, не знаю, некое искусство. Типа у тебя должно быть состояние, не знаю, покоя, души, настроения всего, чтобы все именно сказывалось на твоем результате положительно. Если у тебя присутствуют какие-то страхи или там предрассудки, то это все 100% скажется на результате. Поэтому вот, это и тебе совет, и Б100 совет. Как молодому киберспортсмену. Старайтесь просто, молодому идти друг 30-летнему. другу навстречу и именно... Начинающая звезда Да. киберспорта.
базироваться именно на как бы нормальных дружеских отношениях в первую очередь. Так, но мы переходим к периоду с AMD. Ты подписался с AMD. Как это произошло? Мне кажется, у AMD вообще у них есть еще кто-то, кроме тебя? Или ты один такой амбассадор и... Что, Simple? Simple тоже, да? Ну да. ЕГЭ. Рамзес. Знаешь Рамзес? Рамзеса знаю, конечно, да. Ну, Самаил уже не в ЕГЭ, по-моему, насколько Да, я Самаил знаю. ушел. Фнатики, ПКС. Но они, по-моему, у них уже нет AMD приписки в тегах. У ЕГЭ точно нет? Но дело в том, что AMD работает с киберспортивными организациями. Ну, понятно. Ну, черт бы с этими нубасами. Со мной они работают в таком формате, что я под клан-тегом AMD играю, потому что я соло-игрок, соло-дисциплина. То есть, опять же, это как раз-таки стало камнем преткновения, когда я хотел еще с B100 вместе сотрудничать. То есть там именно на уровне того, что клан-тегов, так сказать, небольшая случилась запарочка. Раз мы начали про B100, можно поподробнее? Потому что это непрекращаемый поток информации. Это нормальная практика. Я интересен B100, наверное. Мне интересно B100 по своим там каким-то, в том числе финансовым вопросам. Типа нормальная практика. Я хотел сделать так, чтобы я был AMD, Coolers, B100, например. B100 хотели, чтобы я был B100, Coolers, AMD. Или AMD, Coolers, B100. Но по итогу возникает, так сказать, такой момент, будем так называть, косметический. Кому-то это не нравится. Кто-то хочет быть на первом месте. Да, кому-то не нравится Black сотня, там, кому-то не нравится вообще, что типа присутствует что-то лишнее. Поэтому мне просто дали понять, что, Антон, лучше не стоит. И опять же, в зависимости от того, какие у меня отношения, я с пониманием к этому. Ну, реакция нормальная. Типа, нет, без базара. Но ты в AMD оказался тоже? То есть ты был сам себе менеджер, ты сам нашел? Или как это произошло? Нет, у меня есть друг-мой менеджер, который занимается этими вопросами, который курирует меня в AMD. Собственно, я изначально обратился к нему, предложил ему. Собственно, все срослось, все получилось. Я оказался интересен AMD, AMD оказалась интересна мне. Ну и вообще, я вот на текущий момент могу сказать, что это прям был идеальный вообще шаг, потому что, ну, именно быть, условно говоря, в рамках какого-то именно большого спонсора одного, это гораздо для меня лично престижнее и актуальнее, чем представлять клан-таг какой-то. Ну да, там ты один из. Да, ну то есть это выглядит и с точки зрения имиджа достаточно, ну, я считаю, высокого уровня, да, и с точки зрения отношений, взаимоотношений. То есть мне не нужно в рамках организации там как-то, да, действовать, взаимодействовать, а мне нужно, то есть я сам по себе. Вот. Соответственно, после того, как с Нави история закончилась, не знаю, к счастью или к сожалению, ну, Нави — это супер организация, то есть супер профессиональная. Ты вот как раз спрашивал, там покрывают абсолютно все. Тебе нужно просто только играть и выдавать результаты. Вот, поэтому с Нави я закончил, пошел в АМД. Извини, вот по поводу Нави как раз вопрос. Они предоставляли каких-то там, может быть, психологов, как вот сейчас в кейсе это модно? Ну, если есть запрос, если есть запрос на это, я думаю, у них есть такая опция. Если у них такой опции нет, они тебе это организуют. Еще раз говорю, они сделают для тебя все, чтобы ты показал максимальный результат. Не, я к тому, что на тот момент просто такого не было. Если тебе требуется, не знаю, не психолог, а, врач, не знаю, сеанс релаксации какой-либо, я думаю, они тебе и это организуют. Да, класс. Ать-2, Вандерсекс. Может, тебе, не знаю, хочется на картинге показаться. Ну, какая разница? То есть любое действие они, я думаю, организуют. Нет, я понял, это твои хотелки. Так. А то, что... Обязательная программа, да. Да, вот, опять же... Анализ. И просто я смотрю, вот там иногда в КСе у них уже вместе с с тренером психологи ходят. А вот у тебя был такой или нет? Ну, вернее, у меня опция была, я этим... Там есть Юджин. Там есть Юджин, который mental coach. А почему ты отказался? Вот
Вот к чему. Ну, потому что я сам себе ментал-коуч на текущий момент. Ну, Ну, так я сам угорай, кого ну. угодно на текущий момент жизни уже могу пролечить в этом плане. У меня слишком много опыта, я слишком много чего знаю и видел. Я сам объясню. То есть, например, Сайфера, если взять как тренера в Нави по Апексу, я уверен, что их результаты 100% зависят от его именно настроя. И я уверен, что он импульсу, я не знаю, ПКМу или Фузи, ну, Клавзу я не буду говорить, но этим игрокам он точно что-то объяснил, рассказал, пояснил, что на их результате сказалось. Потому что приехать на первый лан и хорошо сыграть, ну, это очень редко такое бывает. Я уверен, что Леха там приложился, поэтому ему респект. Его опыт, да. И это пример того, как это работает. 100%. А как у вас с Клавзом дела, кстати? В смысле? Ну, ты так выделил его. Так выделил, Что, да. типа, вот по КМу, Фьюзи и Знаешь, Импульсу есть что класс, сказать? Красным маркером. Нет, класс опытный. Он играл на турнирах, он выигрывал турниры, он не знает надо объяснять, всю эту да, атмосферу, как это работает, какое там давление, как с этим справляться и так далее. А для парней остальных это было в А для новинку, остальных там просто ты приходишь в новую абсолютно среду, и ты не знаешь, как твой организм будет реагировать. Ты не знаешь, что сделать, чтобы он работал стабильно. И 99% случаев происходит провал. У тебя начинают непроизвольно руки трястись, у тебя начинается паника, ты ничего не выпадаешь, ты не можешь думать и так далее. А Клавс не мог их как-то... Возможно, инструктаж? мог. Ну, возможно, Ну, может, если... этому не надо просто. Я не знаю, как у них там взаимодействие происходит, но просто класс, скорее всего, все эти моменты знает, и у него все стабильно и хорошо. Вот. Окей, а мы возвращаемся в 18-й год, и мы возвращаемся к твоему периоду в АМД, который начался, и Bethesda сделал упор на тот момент на 2 на 2. Так. И ты был не единственным игроком АМД. Был период очень короткий, когда AMD Tox Да. присутствовал. Вот. Расскажи тоже про тот период, как тебе игралось, понравилось ли тебе играть 2 на 2, нравился ли тебе вот этот упор на такую дисциплину, потому что у тебя успехи всегда были как дуэльные. Так, кстати, и 2 на 2 успехи у тебя были, начиная с 2001 года, да? По-моему, с Best of Death ты выигрывал как раз-таки турниры. В ЦГ ты выиграл Best of Death 2 на 2. Я тогда, кстати, очень плотно тренился с Unkind. Мы Да, прямо помню, вперед. люто вообще просто задрачивали перед ВЦГ, и мы на 2 на 2 делали упор. И ко мне прямо накануне чемпа по 2 на 2, прямо в Корее уже подходит Unkind и говорит: слушай, Анток, ты знаешь, у меня вроде хорошо в дуэлях сейчас идет. Я, наверное, откажусь от 2 на 2. Пойду фокусироваться на дуэлях. Я говорю, Ну, я извини, тебя перебью, ты даже на Unkind, ну, скажем так, никто не ставил, как на возможного победителя ВЦГ. Ты ехал фаворитом. там есть нюансы от просто, России. которых никто не знает, что Так-так-так. там карты выбирались, знаешь как? Из мешочка доставались бумажки с картами. И у Unkind тогда были самая сильная Русская карта, это лото. Т4 Да, Т4, да. и ЗТН. ДМ6 у него средняя была, а Торни 2 он вообще не играл. Ну вот напомни мне, какие карты он играл на протяжении всего турнира. Да, Т4 и ЗТН он играл как раз, да. А это мои самые слабые карты были. Мне просто не повезло. Мне играть пришлось с Сократесом Т4, а это лучшая карта Сократеса, моя самая худшая. С Акилисом пришлось играть Т4, а это его лучшая карта, моя самая худшая. Я отлетел там по одному фрагу на А овертайме. как понять? Типа мешочку. То есть сейчас у тебя игра с Ну, Акилисом. первый тур играется на какой карте? ЗТН. Второй тур на какой карте? Т2. И так заранее было. И все так правила до финала, да, было все прописано. Прикольно. Вот так совпало. Ну, ладно, это как бы... С дело- Best to Death, Да. да, Unkind мне сказал: сорян, я пошел, куда мне идти? Я пошел к Death, говорю, ну что, гоу. Отлично. Ну, видишь, Сели, ну там не было вообще конкурентов. как. И потом, я так понимаю, в дружбу, да, это переросло все у вас? Такую- Ну да, мы с ним нас вообще свадьбы. очень плотно так сконнектились, и у нас постоянно были буткемпы в Москве у меня дома. Он ко мне приезжал за недельку, мы ставили 2 компа, 2 Все моника, по старинке. Алды помнят. просто сцепляли компы, короче, ланом. Даже и вот вы на Quake тренировались тоже дома у тебя с Нитринычем. Аля? Это было круто, конечно. Так это рабочая схема, типа очень Мы эффективная. 4 на 4 пуляли, у нас не было денег на клуб. И мы, короче, 8 компов. У чувака была 3, 8 компов. Лан и погнали. Так подожди, ну вот, например, эти киберспортивные организации, у всех есть буткемпы. Да. Чем это отличается
От клуба. Сидеть дома, я не знаю. Удобно есть кухня. Или я тебе, например, предлагал. Почему нельзя, не знаю, загородный дом, например? Заехать, там, шашлычки, костерчик, там, я не знаю, покупаться, погулять. Пошел, популял, там, я не знаю, 3 часа. Пошел, шашлык пожарил, покупался, в баню сходил, еще 3 часа. Ну, то есть это же супер вообще. Пошел, покупался, поел, посмотрел стримчагу, и все, и день 3 часа прошел. в Mortal Kombat порубились на День PlayStation. прошел, игры в итоге нету никакой. То есть это вот так бы выглядело. В 5 утра на рыбалку, пришел супу, спать, лег спать. Да, в обеденный сон-то обязательно. Проснулся, пошел за грибами. По Нет, подожди, ягоду. день искупался. С Саней по ягоду. Слишком жарко куда-то идти. Искупался, что-то там туда-сюда. Вот. К вечеру, к 5 часам за ягодами. Да. Ну, и что, Отличный как бы тренинг. ужин, банька, дела. Ну и там как бы время покатать часок останется. Ну что, Best of 3? Ну ладно, давай. Давай, так и быть. Так, окей. Значит, 2018 год. Период. Да, по поводу период 2 Токса, на чего 2. в итоге. Ты пулял с Токсом. Ты пулял с Латроми, кстати, сначала, да, если не ошибаюсь. Но, я так понимаю, Латроми очень занят, и у него мало времени. У него РЛ и РЛ очень жесткий. У него семья, там, свадьба. У него весьма неплохая, так сказать, перспектива по работе, поэтому он пошел пушить туда, и это правильно. Ну, с точки зрения какого-то жизненного результата, да? Ну, конечно. То есть на дистанции ему это гораздо больше профита даст, чем Quake. И он пытался просто совмещать. Мне это, не очень подходило, потому что нужно было много тренироваться. Вот. И плюс он в плане характера, такой, как бы, ЧСВшный, как и я, собственно говоря. И у нас постоянно с ним терки. То есть, если что-то не получается в игре, мы там слово за слово, и по итогу, да что ты, да ты что, да ты за собой смотри, да ты, да я, и да мы. Я помню, на DreamHack. Был такой момент тоже, как бы, С нейтрино у вас нормально. косметический. Там до сих пор на Ну, а в Твиче, какой-то да. момент пришел Токс, постучался, мне говорит, что, может, это, гоу? Я говорю, да гоу. Ну и Ты же все. красный чей, он говорит, Йорш. Ну, значит, тогда гоу. Ну все, Йорш, и пошло. Кстати, Хрон обиделся то, что... не то, что обиделся, а высказывал, может быть, с какой-то интонацией обиды, что Токсик с тобой, например, считал тайминга, а с Хроном не считал. Знаешь? Мы с Токсом много очень работы Ты с ним проделали. какую-то беседу провел? Мы Он с ним давит постоянно авторитетом, тимколы делали. авторитетом. Это причем его инициатива была. Он мне постоянно либо перед игрой, либо после игры давай там побегаем по карте, что-то обсудим, там посмотрим демку какую-то. А ты ему говорил, мне ягоды надо? Токс очень профессиональный тип. Очень профессиональный тип. Как бы его результаты, они не просто так. Это только его, как бы, конкретно вот эта вот работа. Единственный у него момент, он может испугаться. Это мое мнение, субъективное. Но судя по тому, как мы играли в финал DreamHack'а, он там чуть дрогнул. Вот. Я это еще заметил, когда мы первую карту сыграли с ликвидами. У него было 6 фрагов. Ну, не пошло. У Токса. На лайне. Редкий Ну, случай. по-моему, на Галене играл, Я не помню, Да, это не Биджей важно. или Галена. Не важно, или кто чемпион. Троп. Всё равно, мне Ну кажется, просто Галена- 6 фрагов 2 на 2 за всю карту для Токса это... Ну ты фраг-стиллер, что тут? Ну, наверное. Ну, просто я точно помню это ощущение, что, типа, я прям жестко потел. Я там просто дрался, что-то там и то, все, всякая мелочь. Там здесь получилось, здесь не получилось. И я смотрю на счет, думаю, да что такое, вот что не получается? Потом открываю табуляцию. О, понятно. Ну, бывает, я говорю, бывает 6 Или фраг. там- Что-то не идет, да. Типа я свои 25 набил, а счет 26. Нет, не важно. 26. Может быть, там 10 тысяч 25. дэмэджа было. Ты дэмэдж-то смотрел итоговый? Между прочим, да. Это моя отмазка. Но Сань, ну в ладно, у меня том-то фрагов все и нет, дело, дэмэдж что видел. тебе на дэмэдж не нужно ориентироваться. Тебе нужно на нет ориентироваться. Дэмэджа ты можешь тонну налить и все равно проиграть. Вопрос, как бы, в каком моменте и как ты этот дэмэдж нальешь. И во что ты это конвертируешь. Правильно? Правильно. Ну, хрен В знает. дуэлях тоже, Дэмэдж знаешь, важен. тебя могут 2 раза перестрелять, а ты выиграл. Как это возможно? Ну, контроль. Ну, вот да. я на тебя просто ломлюсь, я не знаю. Ломлюсь, ты меня просто принимаешь по КД. А я там, может быть, тебя, не знаю, дэмэджа нормально тебе вкидываю, а я все равно умираю. Ну, не знаю, мне кажется, дэмэдж 2 на 2 важен. Ну, конечно, важен. Это индикатор.
Ну, Антон говорит о том, что это не самое главное. Ну, дэмэдж я не смотрел в Главное тот не момент. отдаваться. Можно налить дамага, а потом отдаться. Ну, вы, и наверное, подряд. ты, наверное, даже вот как вы сыграли DreamHack, в принципе, ты о нем забыл, как о страшном сне, и даже не возвращался, не смотрел в связи Почему с о чем. страшном сне? Ну, знаешь, типа финал залили там. Ну и что в этом страшного? Так, а ты не смотрел потом, что вообще такое было? Что, Все посмотрел. и что там? Ну, просто так совпало, что мы сыграли не свою лучшую игру, а ликвиды сыграли вот максимально идеально. Ну, так бывает, просто там Дахан... Не, я просто думал, ты Просто, знаешь, там такие моменты... Ну, там, не знаю, например, Дахан, там, не знаю, с квадом, с одним ХП, я там уже, типа, через зум навожусь, нажимаю на кнопочку стрельнуть, а он мне в этот момент щелкает рейлом кважином, а я там 100 на 100. А это был ключевой момент. Не, Причем он щелкнул мне не просто, я у него перед лицом был, а он фликанул на 90 Ну, он градусов. хорошо сыграл. Ну, просто, Это понимаешь, стратегия. такой момент, это тебе просто говорят, что ну расслабься. Не рыпайся. Ну, не сегодня не твое это будет. И поэтому я на это нормально реагирую, мне все было понятно сразу. Нет, это ответ, кстати, взрослого мужчины. Я просто думал, сейчас будет по стандарту. Да все засрал Токс, как Да, обычно. вообще как бы он виноват. Глупый Эймер. Никогда не думает, не читает ничего. Бегает, он стреляет, 5 фрагов набил. Йорш, да. Йорш там, Йорш. Не, у нас плотные достаточно игры были, но просто в каких-то моментах там, не Ну, зашло. и бывает такое, да. Где-то И главное- перенервничали, не достреляли, это нормальная практика. И главное, ты тоже, наверное, замечаешь, да, что это вот не в одном моменте такое. То есть в течение карты таких вот несколько фрагментов. Да. И реально это не контрится. Да. То есть ты понимаешь, что, ясно. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? СПС, я обычно Когда говорю. тебе объясняют, что, Да. не рыпайся ты. Ладненько. Как Килсон надо встать, девайс собирать там. И это еще. Окей, ладно. А почему Токс не задержал свой МД? Это была прям изначально такая разовая история? Вы договаривались, что они там один турнир у вас вместе, да? То есть, в принципе, не было интереса у МД. Все-таки Токс тоже... Ну, если это командная игра, мы Ничего, должны ничего. быть под одним тегом. Ну, это понятно. Под да. каким? Под AMD. Ну, а в дальнейшем почему МД не заинтересован? Потому что знаешь? нет 2 на 2. А дуэльный игрок именно Токс Токс не не интересен МД. Ну, по крайней мере, я работаю просто с СНГшным офисом. Я ему говорю, иди сходи в АМД Швеции, поговори с ними, в чем проблема? Там такие же люди сидят. Он сказал, ну ладно, хорошо. Я говорю, в СНГ ты не интересен, потому что ты из Швеции. Логично. Точка. А AMD, у них такая стратегия-концепция, они не просто выбирают, знаешь, там, хороших игроков. Ну, личности. Они выбирают, кто подходит им по имиджу. Кто, может быть, знаешь, там, не топ-1, например, но который, типа, там, что-то символизирует, что-то выделяется, то есть, не знаю, там, единственный в своем роде. То есть, я как бы не хочу, как бы, сейчас сам о себе говорить, но я в этом плане тоже отличаюсь, да? Ну, Саша тоже отличается, все отличаются. Ну, вот Simple, например, взять. Он же тоже, он крутой игрок, но он реально единственный в своем роде. Вот они его выбрали, потому что AMD символизирует себя как продукцию вот такого плана. То есть это такой косметический момент, но он важный. Поэтому я, наверное, им тоже как-то интересен. И так совпало, что результаты вроде как... Ну, у тебя по всем фронтам, получается, векторы сошлись. Да. А мы добрались до текущего времени, практически до текущего времени, до 2019 года. Год, когда беседка объявила о том, что главной дисциплиной будет дуэль. И год, как мы уже видим, да, сезон, скажем так, 19-20, который пока, по крайней мере, складывается для тебя, по-моему, очень круто. Я думаю, ты сам с этим согласишься. Начался этот сезон с Квейкона 2019, который, благодаря тебе, да, для нашей страны был очень-очень крутым. Ну и Саня, конечно, молодцом. Я думаю, очень достойно для такого большого турнира и для опыта выглядел. Но ты просто красава, честно. Скажу честно, не ожидали мы это такое пройти. Не то чтобы не верили, всегда верим, всегда поддерживаем, всегда желаем удачи, но все-таки ты претендовал на первое место, в итоге стал вторым. Вот.
ты же, если не ошибаюсь, групповую стадию отыграл, занял первое, да? Вот. После групповой стадии шел первым. По итогу занял второе место. Расскажи, как для тебя турнир складывался, почему удалось такую крутую игру продемонстрировать? Все-таки, ну, давай будем откровенны, ты, наверное, не был главным фаворитом, да? Ну, не то чтобы был какой-то главный фаворит, наверное, Рафа выделялся в целом. Но в любом случае, это было круто, Антон. Расскажи, как так получилось и... Почему на Твиче так много Приезжаешь, моментов, садишься, что-то там нажимаешь на кнопку, и вроде что-то все что-то получается. Там крестик есть, надо навести на модельку. Ответил, как, типа, ну, расскажи, как стрелять из шафта. Да. Наводишь на модель. Но это так и есть. То есть у меня всегда так работает. Я просто То есть у тебя не было в голове, и... что в этот раз там я чувствую себя лучше, хуже, просто... Нет, такого нет. Я приехал, точно так же приехал, наказал. сел играть праки. Меня на этих праках там Саша, не знаю, Псайгип, меня все просто, как обычно, унижают. Ну вот что происходит в игре? Причем Почему я стараюсь. в игре унижают не тебя? Я не а знаю, видимо, в официальных матчах я себе, не знаю, даю какую-то установку, запускаю какие-то, процессы организма. Не знаю, там какие-то там, из разряда, знаешь, там типа буст, короче, шкалу так поднимаю, и у меня как-то все складывается. Фу-фу-фу. Поэтому так это все это идет. Ничего особенного я для этого не делаю. Ну, то есть у тебя в голове, в принципе, не было каких-то ожиданий, ты просто приехал спокойно. А какие могут быть ожидания? То есть ты ориентируешься на что? На праке. На праках меня все обыгрывают всегда. Я ориентируюсь на то, что я играю очень плохо. Может, стратегия такая? Ты поддаешься? Нет просто? никакой стратегии. Да, люди такие, типа, Нет, кулер, там нет, сейчас нет, что-то. это все предрассудки. То есть я на праках точно так же стараюсь играть на победу. У меня просто, меня все перестреливают, меня все передумывают, я ничего сделать не могу. А потом приходит... Просто на лане игра отличается в плане стрельбы, физика отличается, звук отличается. И там я себя чувствую лучше. Я всегда начинаю, например, стреляться, я уже понимаю, есть предпосылки к тому, что можно Стоит ли продолжать? сопротивляться, И очень часто бывает, что я еще и по итогу фаворитом выступаю. То есть я начинаю перестреливать людей. Я сам этому удивляюсь. Я делаю абсолютно то же самое, что на праках. Просто, не знаю, код игры работает так, что у меня все лучше попадается и все... работает. Может быть, на опыте, опять же... Я выхожу, начинаю шафтиться. Я понимаю по звуку, что у меня просто то есть настолько заходит все. Хотя я делаю то же самое. Навожу этот самый прицел с этим самым оружием. Но я не знаю, тикрейт это, не тикрейт, что это, как это работает. Я не могу это объяснить. Окей. Люди нервничают, я думаю. Да, определенно. То есть я очень часто замечаю, дрожат. что игроки меняются. Я имею представление, как играет тот или иной игрок на праках в онлайне. Я знаю, как он себя ведет, насколько он наглый, пассивный, хитрый, не знаю, гибкий, умный и так далее. Но я сажусь с ним играть на лане, я понимаю, что человек сломался. Видно, что он начинает либо зажиматься, либо он себе что-то там накрутил, у него это все конвертируется в плохую стрельбу, он начинает мешкаться, он начинает с респауна делать какие-то там нелепые мувы. Вот Рейзи, например, также сломался. Это не тот Рейзи играл в Италии. По нему, это не тот Килсон играл. Мы к этому забежим, да. Это так работает. Окей. На Твиче куча нарезок, где ты во время игры, скажем так, эмоционально проявляешь себя. Так. Это нормальная практика. Дает разрядку, да? К Сашке ты врывался почти в каждой игре. Что ты делаешь? Я позиционирую, что я лично против кого-либо ничего не имею. Но я могу в плане игры что-то выругаться, я не знаю, как-то обозвать, но это в личном плане никакого отношения не имеет. Это неконтролируемая вещь. К тебе вообще не может быть каких-то претензий, потому что я помню ситуация, когда с Токсом была, когда ты предлагал ему переиграть игру, да, или что-то такое. Ты ему что-то подходил, бро, давай, хочешь переиграем? Да я к этому нормально отношусь. Да. А еще была ситуация по Венгру, где он подвис. Да. И он мошнил, что он хотел переиграть. Хотя там явно было... понятно, что мы никогда не можем, гарантировать 100%. То есть даже если у него там было бы 3 хп, он мог сказать бы, не знаю, вдруг бы на тебя сошло озарение, и у тебя бы рука отсохла, и он бы в этот момент тебя перестрелял. Хотя ситуация была в твою пользу, явно, да? Там можно было посчитать.
ну, по математике я там не проигрываю. Ну, вы же пригласили все равно. Зерч ко мне подошел, админа. я ему просто иллюстрировал все досконально. Я ему объяснил, что, чувак, у меня стек, я не знаю, 150 на 150, у врага стек 100 на 50, у меня мега лежит под носом. Кто кого здесь убьет, 30 секунд до конца. If you pick back and I hit rocket, you are back to 50 health. How I supposed to pick rocket here? Mega is coming in like 5 seconds. Ну да. Он сказал, да, согласен, никакой переигровки, все. Интересно, что бы ответил, если бы это был бы не Зрафу? Если бы это был бы Другой не Венгер, а админ. Рафа. Вот что бы тогда интересно было. Ну, если была переигровка, окей. Кстати, а у тебя были когда-то какие-то претензии к кому-то вот за такое, может быть, некрасивое поведение или какой-нибудь хитрёж, знаешь, там, не знаю, там, ком себе ребутнуть, там, Alt F4 нажать, сказать, блин, Шнур выдернуть, раньше шнур выдергивали. да. Никто так себя не проявлял? Я не знаю, была какая-то тема как раз на Квейконе, вот на этом, на крайнем, что типа Сип ходил, менял там сенсу кому-то, короче. Да ладно. Нормально. Кто-то мне такое говорил, что он ходит, и пока челы отходят, он быстренько зашел, сенсу поменял. Но я потом у него спрашивал, он говорит, типа, это вообще какая-то рофл какой-то, типа, бред. Это, наверное, рофл. Я тоже Ну, вообще, думаю, да, что это рофл. чушь. Ну, у меня единственная только претензия — это Килсону, когда меня там дисквалифицировали из финала давно-давно, там, в 2004 или 2005 году. То есть я уже прошел финал, мне нужно играть за первое-второе место, и там получилась несостыковка по времени, то есть мне сказали, там, что нужно прийти, например, в 11, потом по итогу это как-то все поменяли, нужно было прийти к 10, а меня не проинформировали. Я пришел к 11, а мне сказали, что я опоздал на час, мы тебя дисквалифицируем. И у меня забрали и условно даже второе место, и призовой мой забрали. И в этот момент оказался как бы Килсон во все оружие рядом. с девайсиками наготове, и ему сказали, ну, чувак, У меня хочешь даже ник такая тоже. Удивительно, да, решение? То есть они не сделали... То есть это финал был? да. То есть они тебе должны, по идее, были тогда на второе место? Ну, мне, ставить? да, мне просто должны были техническое поражение Да, дать, и и второе все. место. А меня прям дисквалифицировали и забрали прям все деньги. И все вообще Охренеть, просто. конечно. И отдали Это все жестко. Килсону, понимаешь? Очень жестко. Он, естественно, залился, потому что он тогда как бы, ну, слабенький был. И он забрал как бы мои деньги и мое второе место. И у меня вроде как мысль такая, что, ну, по-хорошему, ну, типа, ну, блин, дай денег, короче. Не, нифига, типа, ничего не знаю. Где мои деньги? Где мои деньги? Слушай, удивительная история. Ну, в общем-то, раз мы перешли к Килсону, последний вопрос по Квейкону 2019 года, финал с Килсоном, который у тебя не удался, ну, скажем прямо. Вот. Причем много было разных теорий, то есть там народ сходил с ума, даже некоторые про 3-2-2 говорили, хотя в Квейке это вряд ли возможно, да, потому что, ну, сам понимаешь, какие могут быть ставки на Квейк. Вот. Как так произошло? Ну, вот честно скажу от себя, да, вот, ну, как бы объективно, тебя было не узнать. Вот именно в финале тебя было не узнать. Ты показал такую солидную игру, просто весь турнир ты прошел, прям видно было в каждом матче. Вот у меня были претензии к Саше, я ему даже их высказывал лично, да, ну, по-дружески, скажем так. Потому что некоторые матчи он отдавал вот психологически, не боролся. Если он начинал уступать, он как бы, ну, прям заливал карту, не пытаясь ее вытащить. Ты цеплялся просто как лев. Ну, вот, по крайней мере, со стороны так выглядел. Ты все карты тащил. А вот в финале как будто бы тебе, ну, не знаю, не надо было, что ли. Вот, ну, я просто говорю мнение со стороны, и оно не только мое. Там много, так сказать, совпало, будем так говорить. Во-первых, новый день. Я без разыгровки. Это моя первая ошибка была, что мне нужно было прийти и там часик, не знаю, популять там с Сашей, например. Я этим пренебрег. Первый момент. Второй момент. Меняется атмосфера. Когда ты выходишь на сцену, хочешь не хочешь, меняется высота стола, стул, монитор там под другим углом чуть стоит. Все новое, новые условия. То есть ты просто с непривычки, ну, не можешь показать свой перформанс. Ну, сломался я, может быть, где-то там в моральном. Ну, то есть я как рассуждаю, когда начинаю играть игры, я уже понимаю, что вообще происходит. И, ну, Килсон на тот момент выдал свою лучшую вообще игру. Ну, и против этого как бы не пойдешь, когда ты промахиваешься какие-то стандартные шоты. Ну, то есть банально, у него был удачный день. Да, у тебя, да. Я просто, ну как, там ты имеешь представление, какие моменты ты должен точно затащить. И когда ты начинаешь эти моменты отыгрывать, и ты их не тащишь, хотя это 100% момент,
Ты просто должен взять, там, попасть в рейлган. Просто человек, там, не знаю, летит вниз. Ну, мне просто... Я промахиваюсь от рейлгана. Почему я его промахиваюсь? А у тебя есть вообще вот это объяснение? Я ведь с такой же ситуацией сталкиваюсь в Квейке. Так. Смотри, у тебя понедельник день такой, ты все чувствуешь, ты все читаешь, у тебя полностью контроль сенсей и так далее. И ты садишься там в среду, ну, условно, да, и ты просто играешь, ну, ты понимаешь, там, на 50% своих возможностей. Ну, и в пятницу ты опять, например, садишься, и ты опять... Как, короче, акции, график. Ну, я думаю, это анатомия, там, Вот почему в этой игре так Биохимия, работает? скорее. Я думаю, это влияет, как ты спал, как ты ел, что у тебя там с центральной нервной системой, не знаю, астрология, погода, давление. Это все сказывает 100%. Ну, в принципе, вот этот Квейкон, который был 4 дня у нас, Так. его можно отнести к тому, что это действительно такое, да, можно сказать, борьба с собой. Потому что ты не можешь на одном уровне отыграть все 4 дня. Я четко помню момент, когда ты кому-то проиграл в начальной стадии, расстроился и говорил, что это мой последний лан, я, наверное, не буду, я понимаю, что типа я не могу справиться с чем-то. То есть ты такой было, прям поехал. Да. И я помню, что тебе нужно было пролечить чуть-чуть. Я тебе там много чего наговорил. И вроде как пошло это в гору. Ну, Вот. ты мне сказал то, что это просто на у меня... было? Да. У тебя первый день же был неудачный. У меня был неудачный первый день. Ты Носфи, наверное, проиграл. Я проиграл Носфи и еще кому-то. То есть и Хрону. У нас было 7 игр, я 2 из них проиграл. Носфи и Хрону. Но я ладно Хрону, но Носфи я не должен был проигрывать. Ну, в общем, я очень расстроился, потому что я другое в голове своей видел. И Антон как раз мне сказал, что типа, там некоторые слова, связанные с опытом. Ну, то, что у меня и опыта мало, хотя я думаю, что у меня опыта достаточно. Прям так сказал? Да. Я считаю, что у меня опыта достаточно. Можешь я перебью? Да. Вот ты можешь про Рафу сказать, с какого года он играет? С 2000, наверное, 3-го, 4-го. Ну, а когда он начал показывать результаты? В 7-м, 8-м. В 7-м, наверное, нет? Ну, да, спустя года 2, наверное. Нет. Позже? Он начал показывать, может, в 2008-м, может быть, только зачем. То есть человек 5 лет... Набирался опыта на ланах. Килсона можешь также проанализировать? Ну, я тебе это все задавал, эти вопросы. В моей голове просто это по-другому нужен выглядит. опыт. Нет, это редкие случаи. Когда человек типа сходу приходит и пошел, там, не знаю, как Рейзи, например. Или, Клавс, да. Хотя Клавс, я не считаю, что там типа у него какие-то заслуженные победы. То есть там очень сильно повезло по сетке. Ну, согласен, да, там было но это факт. позитивное. Это факт. Это факт. Я думаю, Саша бы выиграл Квейкон, если бы он играл Гелишак, Хрон, Кулер и Ву. Я думаю, Саша мог бы изи выиграть. Шансы были бы. А если бы ему попался Рейзи, Рафа, я не знаю, Токсик и Килсон, там, возможно, все было бы по-другому. Поэтому элемент в этом плане везения тоже сказывается. Конечно. Второй Квейкон тоже могу Кладовский, кстати, тоже расписать. Кто там у него был? Ну-ка, давай. Как вы думаете, Гарпия просто так Рафу выиграл? А я думаю, если бы играл не Гарпия, а Рафа, все бы могло быть по-другому. Но играть в финале с Дахангом, я думаю, это не самое сложное, что может быть. Ну, такой 50 на 50. Нет, если бы ты выбирал, Саш, уж, наверное, ты выбрал бы Даханга и перед Рафой, и перед... Ну, опять же, на турнире не можешь выбрать игрока. Я ничего против этого не имею. Клавс, типа, топовый игрок, чемпион там Квейконов, и ради бога я ничего против этого не имею, но... Ну, звезды сошлись. Я считаю, например, Клавза... Сейчас я могу сказать, что все-таки Токсика, наверное, лучше им вообще, то есть в Квейке. Но, наверное, если взять пик Клавза и пик Токсика, я бы все-таки Клавзу дал лучшую стрельбу. Мне кажется, что так как Клавз стрелял, никто не стрелял. Да, у него просадки по другим фронтам, но у него была своя специфика такая игровая, которая выделялась. Не знаю, это все очень субъективно, я так скажу. Я, например, считаю, что у тебя лучший АИМ в мире на текущий момент. Ну, я и про текущий тоже говорю, что... Там, я считаю, что у меня лучший АИМ в мире на какой-то определенный момент. В Италии я стрелял лучше всех в мире.
Ну да. Ты не можешь так сказать. Как бы я перестреливал там на лане кого угодно. И Клавза, и Токса. Это зависит просто от момента, от ситуации. Кстати, Антон, извини, что так опять врываюсь, перебиваю. Да. Забыли мы одну тему, и как раз вот сейчас ты к ней пришел, и я хотел бы узнать у тебя. Вот в этот период, с 18 по 19 год, по QuakeCon, было много турниров, в принципе, в онлайне. Всякие Battle for You, да, там, может быть, не самые большие деньги, вот. Но, тем не менее, турниров было онлайн много. Вот Саня не даст соврать, это такие одноклассники, то, что выигрывал там, много-много всего было. Ты почти всех их скипал, ты просто не участвовал даже. Почему так? Почему ты так относился или относишься, может быть, до сих пор к онлайн-турнирам? Ну, понятно, лигу ты играешь по контракту сейчас, да, скажем так. И тоже, наверное, знаешь, со стороны не сказать, что ты прям там сильно упираешься. Ну, потому что я любой турнир рассматриваю с точки зрения энергопотребления. Я не собираюсь играть 5 часов там на, грубо говоря, максимальной концентрации на пределе вообще работы своего организма, чтобы либо там выиграть $100 какие-то, либо отлететь там в суперпотной катке против какого-нибудь чела, и потом тебя еще помидорами закидают, что-то типа там ты лошара. Или там какого-нибудь проиграешь, он тебе потом будет, блядь, припоминать всю жизнь, что вот я тебя тогда выиграл. То есть как бы я не собираюсь просто размениваться. С точки зрения ресурсов твоей жизни. Да. Тебе это не все очень просто. Оно того не стоит. Да. То есть были бы циферки поинтереснее? Ну просто люди как думают, что мы садимся по фану, просто катаем? Нет. Как бы это супер сложно, блядь. Это очень сложно, это слишком много на это тратишь нервов и энергии из своего организма. Типа Quake, она настолько прям выматывает, что как бы порой на праке ты садишься и думаешь, бля, вот сейчас все это терпеть опять, господи. Опять там все эти моменты сейчас такие на тоненького, то есть как оно там ляжет, как оно пойдет, то есть думаешь... Quake — это боль, короче. Пойду кофе лучше попью. Ну, сложно, очень сложно. То есть настолько прямо выматывает, что нелегко бывает. Но я думаю, это в любой игре так. Но в Quake просто особенно, прям настолько вот именно... Ну, многие жалуются. Авик жалуется, что очень тяжело психологически. Он же тоже не участвует. Но в этом и кайф. В этом и кайф. То есть, если ты меня спросишь, что мне приносит удовольствие, я скажу, игра мне не приносит удовольствия. Но мне приносит удовольствие именно компетитив часть. Именно вот на чемпах, там, именно там на какой-то высокой стадии турнира, где там прямо и присутствуют и титулы, и слава, и денег там, и так далее. Это интересно становится. Ну, понятно. Это тебя действительно интересует, заряжает и дает мотивацию. Ну да, это, грубо говоря, такой двигатель некий. Окей, круто, круто. Удачный QuakeCon 2019 года, твое второе место. Ну, опять же, мы болели, мы радовались за тебя. Вот. Сезон после этого начался. Опять же, как я говорил, ты не сказать, что, по крайней мере, в онлайне там ты особенно упирался, хотя у тебя очень много удачных игр. Ты выигрывал очень сильных игроков, особенно которые в онлайне показывают крутой результат. Например, тот же Венгер, Рейзи. Тебе удавалось у них выигрывать. Вот. Особенно в первом сезоне, когда еще были другие правила, вы же часто встречались с Рейзи. Да. И ты часто его обыгрывал. Да. Мы, кстати, вот это выписали даже отдельно это как тему. Твоя удачная игра с Рейзи. Потому что как раз-таки мы с Саней, когда делали прогнозы, мы вообще ставили, что в Италии Рейзи... Он же выиграл Италию в 2018 году. И мы ставили, что кто удивит и кто выиграет, скорее всего, что это он. И он попал на тебя. Причем он уже был в полуфинале. У него, получается, это была первая игра, потому что он сезон очень высоко провел, ну, как, собственно, и сейчас. И он тебя ждал в полуфинале. И там была такая история, Саня рассказывал, что он, типа, на уверенности такой, ни разу не играя ни с кем. Да. Просто пришел, сел. В Италии, да, было такое. Он очень не разменяется. Ну, такая вот у чела специфика, такая это удивительно. Стратегия. Он один, по-моему, такой в своем роде. Так он и молодец, он законодатель. То есть он не на шаблоны не равняется, он как бы сам себе тренд. И это так и надо делать. У него игра-то очень отличается даже. Я это поощряю, так скажу. Что как бы человек, он реально уникальный и свою линию гнет, не пытается там смотреть, подсматривать, кто там что, как и так далее. Ну так вот, вернемся к Рейзи, ты его обыграл. Зато он тренится до хрена в онлайне. Да, он просто каждый день сейчас сидит, стримит. Я смотрю, он просто играет в паблик. Я тебе больше скажу, я подписался на его Инстаграм. У меня теперь каждый полчаса в ленте он выкладывает в Инстаграм фраги свои, представляешь? Ну, молодец. Фраг-муви. Не лень человеку, представляешь?
Я бы просто... Но не факт, что он выкладывает просто. Ну, может быть, да, кто-то ведет в Инстаграм. Ну, согласен. Ну, неважно. Окей, но давай вернемся к этому матчу. Ты выиграл у Рейзи в очередной раз. Ты после этого попал в финал, по-моему, да? Нет. Подожди, ты говоришь про что сейчас? Про Италию. Про LAN. Про LAN. Он обыграл Килсона, а попал в финал Крейзи. Да, вот так было дело. Да, то есть Рейзи обыграл Сайфера. Давай начнем с Килсона. Килсона мы, наверное, закончим, нет? Нет, поэтапно. Это полуфинал. Финал с Рейзи был, все, извини. Полуфинал Килсон. Да, давай начнем с Килсона. Так. Я уже высказывал свое отношение, я процитировал именитого Давидыча, что это петушиный поступок, по моему мнению. Ну, правда, это некрасиво, когда взрослый мужик, да, 33-летний. Не, сначала по игре давай. Что там вообще произошло? Да. То есть у тебя была какая-то дополнительная злоба, ты помнил поражение с Квейка, тебе было вообще по барабану, ты просто... Может, ты ему что-то, там, типа, вы когда выходили, ты ему, может, что-то сказал? Сюда иди. Нет, я не страдаю какими-то этими вещами. Обидами. Мне не важны, какая история, предыстория, какие там статистики и так далее. Мы просто садимся и играем с чистого листа. Ну какой что, будет вот смотри, матч, такой он и будет. Вот у вас начался матч, вот первые 2 минуты. Так. И вот в первые 2 минуты что ты почувствовал, играя с ним? Ну, когда человек на ЗТНе фейлит этот джамп на хэви с триболтом, ну, как бы тебе говорят, что у тебя сегодня что-то не то пошло, братан. А я в этот момент забираю хэвик. Вот честно, это как будто зеркало было. Вот как вы сыграли на Квейконе. Ну, вот так это работает, да. Так вы сыграли наоборот только. Просто сломался человек. Ну, не тот Килсон играл. Ты тоже там на Квейконе вайзером включал, бежал вперед, что-то, ну, я помню, на ЗТНе и умирал. Ну, да. Да. А потом произошло ровно то ты же себе самое установку наоборот. какую-то определенную даешь на игру, ты следуешь этой установке. Вот. Я себе могу дать установку играть супер медленно, могу дать установку играть супер агрессивно. В Quake очень часто агрессия, так сказать, поощряется. Ты можешь вначале за счет агрессии выхватить преимущество, и потом это преимущество конвертировать и реализовать уже прям в итоговый победный результат. Я иногда могу, да, сыграть какую-нибудь эту монетку, условно говоря, подкинуть. Все очень просто. С Килсоном у меня был такой план, что типа я просто знаю, как он играет, ему нельзя давать преимущество. То есть желательно его с самого начала приструнить. Ну, кстати, мы с Сашей говорили поэтому, да, что Килс надо давить, пытаться, ну... Человек, если руки ему развязать, он тебя задушит по итогу. Он тебе не даст ни единого шанса на... Да, он как анаконда. На то, чтобы перевернуть. Поэтому ты ему с самого начала должен обеспечить такие условия, Сложный чтобы он был в соперник. дискомфорте. Сложный соперник из-за этого. Вот. Я ему их не обеспечил, он сам зафейлил этот триболт-джамп на хэвик. И сразу же отдал. То есть ты считаешь, что такой один момент уже был решающий? Тогда Quake, он про это. Ты можешь один момент зафейлить ГГ. Ну, это же не так. Ну да, Сашка, смотри, не может согласен с такое тобой. быть. Может такое быть. Ты можешь из одного момента проиграть. Можешь зафейлить, но потом выиграть. Как бы по-разному бывает. Но по математике ты можешь из одного момента проиграть точно. Ну окей, игра игрой, да, всякое может быть, может не сложиться. Почему Килсон как-то так странно отреагировал, да, опять же, я тоже приводил пример, но всякое бывает. Есть люди там по-разному переживающие приложения, кто-то расстраивается сильно, кто-то не сильно, вот. Но, на мой взгляд, надо смотреть на модель поведения человека на долгом периоде. На дистанции. Да, до этого Килсон там каждую катку, когда он выигрывал, он там обнимался, улыбался. Я говорю, там в полуфинале кого он обыграл? Венгра. Он его чуть не засосал. Мне так кажется. Он выходит такой: Да, братан, ну сюда чего ты не иди, расстраивайся? Сюда иди, да. То есть он что ожидал? Что, почему он так поступил? Почему он сделал вид? Знаешь, опять же, он, по-моему, в Твиттере написал, да, то, что там, типа, никаких обид, там, извини, что-то я там был занят, девайс собирал, там, да, что-то такое там было. Вот. Но это выглядело очень странно, какой детский сад это был. То есть он намеренно, не поднимая глаз, не отводя там в твою сторону, то стоит. Ну, я не знаю, что у него в голове было. Может, он обиделся, расстроился. Мне все равно. Абсолютно. Это просто на его усмотрение. Мне без разницы. Ну, у вас какой-то диалога потом не состоялся? Я к нему ровно отношусь. Он мне в Твиттере потом что-то написал. То есть он... Да, какую-то отписку. Подожди, он ко мне подходил потом. Подошел, типа, сказал, там, конгратс, все дела. То есть у тебя никаких обид особых и... Такая, к сожалению, почему нам должна здесь быть обида? Человеческий историю фактор. какую-то международную Человеческий рознь фактор, не он во развить. всем как бы присутствует. Ну, сгорел парень. Ну, может, сгорел, может, реально подумал, что там... Может, у него даже мысль такой в голове. Может, он просто стоял и думал, что
блин, я залил там 0,3, все плохо. Он, может, даже и не задумывался о том, что ему нужно сейчас там подойти, там какой-то в формате спортивного поведения действия совершить. То есть, короче, какой-то прям супер историю, что ты там девушку увел. Мне наплевать на это. Так получилось, я на него зла не держу, он для меня просто обычный игрок. Такой же, как и Я не реагирую на такие вещи, да. Вот если бы Сайфер, например, такое сделал, я бы подумал, потому что у меня к Сайферу как бы хорошие отношения, и я бы обиделся на это, что типа, ну так некрасиво реально. То есть это именно индикатор его отношения ко мне. Для меня важно, как, например, Сайфер ко мне относится. Как ко мне Килсон относится, мне абсолютно покс. Поэтому я на это не реагирую совершенно никак. Интересный ник у кого-нибудь может быть. Покс, возьмите на заметку. Это, кстати, Котовский так говорит. Вот так. Кстати, у нас выписан вопросик по этому поводу. Антон, ну что, перейдем к финалу. Финал Луки. Ты против Рейзи. Который показывает очень стабильную игру, который уже побеждал в Луке, который, на наш с Сашкиным взгляд, был фаворитом. И ты, в принципе, не оставил от него камня на камне, тоже 3-0, по-моему, да? Там было. Но это не показатель. Не показатель. Все игры были очень потные, на самом деле. Там мне кажется, было очень много переломных моментов. Ну, то есть нельзя никогда ориентироваться на итоговый счет. Внутри игры было слишком много потных моментов, которые, я просто затащил. Где-то на скилле, где-то на удаче. И это, как бы, по итогу повлияло на итоговый результат. Ну, а вообще, в принципе, можно назвать, что он удобный для соперника? То есть часто у него выигрываешь. И в рамках лиги у тебя были с ним матчи, когда ты там играл в Apex долгое время, да, в онлайне тренировался, и все равно вытащил у него. Хотя в онлайне он еще круче результат показывает. Ну, он для меня такой прямолинейный, да. Он просто предсказуемый достаточно. Вот удивительно. Да, вот. Это же для меня. Извини, что мы врываемся так, да, просто вот, опять же, Саня говорит его мнение. Можно за тебя выскажу? Ну, да. Давай ты сам. Ну, мне тяжело его читать. Когда он особенно просто стоит на месте и смотрит в стену. Ну да, мы считаем, что в этом, наоборот, какая-то хитрость его дополнительная. Но просто здесь присутствует уровень мышления, так сказать, некоторые. Как в покере. Как в покере, да. Когда, условно, ты думаешь одно про соперника, соперник думает про то, что ты думаешь про него, а ты думаешь про то, что он думает про то, что ты думаешь про то, что он думает он про тебя. Вот как бы вот Хорошо, это слушай, а как ты относишься к тому, что он говорит, что у него нету трудностей со звуком? Вот как ты к этому относишься? Нет звука, нет трудностей. Нормально. Ты не поверишь? Он все это время без звука. Ты не поверишь. Смотри, как было в Италии. Я выхожу играть с Килсоном полуфинал, и меня сажают за тот комп, где сидел Рейзи. Понял? Да. И у меня тоже нет трудностей с звуком. И я у него спрашиваю, типа, какие у тебя настройки видяхи? Он говорит, я никогда ничего не трогаю. Я захожу в настройки, у него стоит там вертикальный синхроимпульс, короче, там, знаешь, анизотропная фильтрация, короче, там все там такой вообще просто этот бардак. Ему вообще пофиг на все. Человек просто, видимо, как-то адаптируется, знаешь, под любые условия. Ну, а это такая у него, значит, это философия. Ну, по нему видно, что он непростой парень. Ну, ты думаешь, он звук... Ну, ты не поверишь, Одно слово, после того, как он сидел, я также сел играть с Килсоном. Я ничего не менял. Я думаю, мне вот интересно, короче. Ауру да. Все нормально. Рабочая. То есть у тебя аура рабочая. То есть у тебя проблем со звуком не было, называем. Это знаешь, как... Мне повезло, на сцене звук был идеален. Во всех играх? Да. Как типа в новый дом надо запускать комп. То есть мы играли на новый комп надо запускать Рейзи сначала. А что сейчас по звуку скажешь? Ну, что-то они там набедокурили. Меняли, да? Набедокурили что-то. Непонятно. Опять пустили свои клешни к настройкам. Непонятно. Сломали опять звук. Да я понимаю. Даже я это замечаю. И сенс сломали еще. Я у тебя спрашивал, типа, ты менял сенс? Я после того, как поиграл в Apex месяц, я пока еще не понимаю, что в Quake происходит. У меня все плавает, я все не попадаю. Понятно. Окей. Ну, еще раз, да, Антон, мы тебя поздравляем. Мы очень хотели снять выпуск, но ты не дашь соврать, сразу после Италии. По разным причинам не получалось. Там то ты заболел, то мы заболели. Вот. То Новый год, то еще какие-то праздники.
Круто, что мы наконец собрались. Мы тебя можем официально поздравить. Еще раз сказать тебе большое спасибо за то, что ты нам подарил радость победы. Давно. Да, она для тебя что-то значит? Ну, честно, да. Почему? Я люблю, то есть, ну, ты же знаешь, да, если, например, там, Саша... Ты патриотичен? Я и патриотичен, и я, в принципе, люблю эту игру. А рофлы насчет Героя России знаешь? Да, конечно. Что думаешь по этому поводу? Слушай, я думаю, честно, что просто зачастую, тролли, да, не корми тролля. Есть такое понятие. То есть люди, ты, наверное, где-то просто об этом обмолвился, и, наоборот, появляются тролли, которым интересно, как тебя поддеть, да, и хоть как-то... А зачем меня поддевать? Пусть они сами демонстрируют какой-то уровень. Ты же понимаешь, что они не, человек не... Это гораздо труднее. Я объясню... Гораздо легче прийти к себе на стрим и написать... Я объясню, что для меня это значит. Да. Ну, то есть, любой вид деятельности, все что угодно. Ты можешь рисовать, петь, футбол играть, нажимать на кнопки на компьютере. Если ты представляешь свою, так сказать, принадлежность какой-то, не знаю... Идентичность. Да. Если ты представляешь страну, если ты что-то делаешь, что это может принести, так сказать, какой-то вклад в свою страну, опять же, неважно, будь это, не знаю, какие-то нанотехнологии, например, или достижения там в какой-то области космической, например, либо это будет, я не знаю, бобслей или компьютерная игра. Неважно, если ты делаешь какой-то вклад, это просто должно что-то значить. Для меня это просто значит. Вот для меня важно, что пусть будет какой-то сраный Quake, ненужная, никчемная, старая какая-то помоечная игра, как люди многие считают, я так не считаю. Но если там фигурирует, например, наш флаг, для меня это что-то значит. Я в это вкладываю, для меня это имеет значение, будем так считать. Я не понимаю, почему, например, люди, олимпийские виды спорта, да, почему им там выдают, например, какие-то там ордена, например. Автомобили. Заслуги, да. Да все что угодно. Хотя есть Чем отличается, я не знаю, футбол от компьютерной игры? Ничем. Человек бегает, футбол, мяч пинает. Ну, Антон, давай скажем откровенно, да, мы тут к этому идем, в принципе, потихоньку, семимильными шагами. Может быть, нам немножко не повезло, потому что наше поколение, да, но ты там отдал 10-15 лет, когда киберспорт вообще был там непризнанной дисциплиной. Сейчас только какие-то первые шаги в этом плане делаются. И, может быть, ты еще застанешь те времена, когда тебе, дай бог, повесят орден. Почему нет? Мне это не критично. Просто если это было бы, почему нет? Если этого нет, я от этого, не умру, будем так говорить. Но просто, чтобы люди понимали, что если человек какой-то делает вклад в любой области, которой он занимается, то это просто должно как-то хотя бы цениться, и по крайней мере, этим не должны его там унижать. Я вот про что говорю. Я считаю, что ты просто, наверное, слишком... Заморочен? Не заморочен. Ты слишком почему-то ревностно относишься к этим людям, которые что-то подобное говорят или как-то подкалывают. Они на это рассчитывают. Мне безразличны люди все. Тогда отлично. Просто про меня очень много именно пишут гадости. Опять же, я слышал такое мнение, и видел, да, то, что, давай не будем врать, будем откровенны. Кто-то считает тебя ЧСВшным. Так я и есть ЧСВ. Да. Так почему, в современной реальности, если ты не ЧСВ, тебе не выжить. Ты будешь рабом. Плюс у тебя, мы с Саней обсуждали до этого момента, То есть, если ты носишь статус ЧСВ, это, наоборот, тебе в жизни дает буст и плюс, по факту. Ты сам это, скорее всего, знаешь. И требования, то есть и претензий к тебе чуть больше, внимания чуть больше. Да. Но ты доказываешь, да, то есть, например, там... Я поясняю, будем так говорить. Приехал, да, и доказал, по факту. Меня же все давным-давно уже списали, в меня вообще никогда никто не верил. Начиная с того 2002 года, ко мне все относились как какой-то, чел там третьего, не знаю, игрок третьего этого эшелона, тир-3, просто ноунейм какой-то. Серьезно, что ты говоришь? Да. Там например, была голосовалка на Киберфайте еще тех лет. Кто выиграет в ЦГ 2002, там, российскую эту квалификацию? Там народу было очень много. Лексер, Повар, Анкайн, Дес, Повер, Пеле, Демон, Кик, то есть там, и я там был, знаешь, на 10-м месте, там, с 2%, кто-то там тыкнул кнопочку, хотя я на тот момент показывал весьма неплохой уровень, и я для себя тогда точно знал, что у меня есть шансы на победу. Тогда в силу возраста, тебе было 16 лет, ты был один из самых младших, если не ошибаюсь. Да. Мне ровно 16 лет. В силу возраста не верю. Так в том все дело, что люди на тебя вешают ярлык.
Понимаешь, как бы ты не должен ориентироваться на то, что считают люди. Ты должен знать конкретно насчет себя, что происходит в твоей жизни. Ну вот, и Антон, всё. давай тогда я скажу. И в меня никто никогда не верил. Ко мне всегда как-то относились, что я там какой-то, я не знаю, ЧСВ, еще что-то, ради бога. Я вот тебе не подмазываюсь, да, не пытаюсь, что ты пришел к нам на шоу, я тут какие-то теплые слова тебе говорю, а на самом деле за глаза говорю другие. Вот я могу сказать за нашу там небольшую общественность Электросталь Леногинска, нас там условно 10 человек, да, все, каждый из них считал и считает тебя легендой, каждый из них в тебя верил. Каждый из них, я всегда, мы обсуждали, да, в нашей какой-то там теплой компании результаты, и то, что ты сейчас говоришь, радикально отличается. Вот, Сань, не дай соврать. Ну, так и было. Ты когда-нибудь слышал про него, тир-2, тир-3? Нет. Всегда слышал тир-1 легенда. Может Нет, быть, ты... в те времена было. Просто мне нужно было это доказать. Сейчас, например, когда вот, опять же, там, 2017, да, вот, например, DreamHack, если взять 2017 года, где я проиграл Хрону, я там занял 9-12 место, как раз я в Нави тогда был, то есть я показал ужасный результат, и, ну, типа, как ко мне относились люди? Типа, ну вот такой видишь, средний игрок, там, что-то может, что-то там булькнуть и так далее. Ну, это знаешь, как в футболе. Да он уже старый, да, там, ему за 30, у него все способности, там, все когнитивные, все это уже притуплено, он ни на что не способен. В футболе такая же история. Есть куча игроков, которых списывают, да? Он Ибрагимович 38, он до сих пор. Да. Ну, в том-то и дело, что ты же сам сказал, что якобы ты как ЧСВ, то к тебе и внимание другое. Соответственно, когда ты, например, проигрываешь... Саня, а ты не ЧСВ? Особенно, когда ты вот так вот сидишь. А ты думаешь, я это замечаю? Ну, вообще у Сани да. Ты хотя бы признаешь, что ты ЧСВ? Я не ЧСВ, нет. Ну ладно, я местами. Ты ЧСВ. Местами, да. Ты ЧСВ, Лип ЧСВ. Я тоже ЧСВ. Я вообще могу иметь право. ЧСВшная мразь. Да. Я свои номенклатурики, знаешь, как еще? В даймондах. По тебе видно, по твоей бороде даже видно, что ты ЧСВ, я тебе так скажу. Я просто живу с собой. А я его, наоборот, батюшкой называю. Да нет, дело не в ЧСВ, смотри. Подход к жизни, понимаешь? Вот это в чем должно проявляться. Смотри, подожди. Вот ты говоришь, что ты ЧСВ, так. Соответственно, и на тебя люди иначе реагируют. То есть они тебя ждут, там, если ты выиграл, то ты как бы защитился, да, так скажем. Но если ты проиграл, они тебя просто вдвойне сильнее ударяют. Я понимаю. Поэтому он должен быть имидж определенный. Да, но поэтому такие возникают мемы, типа «Герой России» и так далее. Да. Ради бога. Перейдем к следующему. Перейдем к лиге. Перейдем к тому, что, в общем-то, меняются правила очень часто, да. Меняется подсчет очков, меняется сам формат проведения. То есть ты в первом сезоне лиги играл очень часто там с рейтингом. То, что ты был в топе, да, там 1, 2, 3 место, и ты играл только с сильнейшими игроками. Сейчас изменили, сейчас каждый с каждым, но все-таки нет. Кто-то не играл с Хроном, кто-то не играл с ЦНЗ, а кто-то не играл с Килсоном. То есть у одного... Времени не хватает. Не хватает времени. Ну, это же нечестно. Это же нарушает спортивные принципы. Но одно дело не сыграть с Килсоном, а другое дело, ну, давайте при всем уважении, не сыграть, допустим, даже не будем называть, но с кем-то из челленджеров, да? Ну, с попавших с челленджерами. Все-таки это разного уровня игроки. Почему Беседка позволяет себе нарушать спортивные принципы? Ну, во-первых, они в тестовом режиме находятся. Они сами еще пытаются... Я тебе больше скажу, Quake находится до сих пор в тестовом режиме. Это все оправдывает. Да. Они сами еще не понимают, как должно быть. Они пока еще находятся на пути поиска и формирования идеальной системы. Но тебя это не смущает? Я к этому отношусь абсолютно лояльно. Ну, типа, есть как есть. Живем. Слава богу, что есть. Мне было бы хуже, если бы этого не было. Я так скажу. Ну, достойная позиция, да. Просто как бы, но все-таки. С голоду я, конечно, бы не умер, но так как сейчас, например, складывается в лиге, так хорошо. Могло быть хуже, могло быть, возможно, еще лучше. Окей. Еще одна тема. Но я именно вот признателен за то, как оно есть, какая лига сейчас, за то, что она вообще существует, какой есть Quake и так далее. Я за это именно вот признателен. Вот всем, кто к этому причастен. Похоже, знаешь, на что? Типа, черт, что я посмотрел. Сначала ты испытываешь злость,
потом недоумевание, а потом смирение. Да, принятие. Такое ощущение, что потом смирение и принятие. Такое ощущение, что у тебя вот эти все этапы. Это не про меня история. Это не с этим, да, связано? Это не про меня история. Нет, я, кстати, тоже доволен абсолютно, как сейчас развивается. Мне, как, например, человеку, который там не топ-1, 2, 3, а там топ-5, топ-6, для меня это отлично, да. Я абсолютно доволен происходящим. То есть это лучше, на твой взгляд, чем было бы, если там первое место миллион, мне а второе... Понимаешь, третье, мне, как человеку, который не попадает в топ-3, мне это очень-очень нравится система. И она вот мотивирует. А почему ты не попадаешь в топ-3? Ну, потому что мне не получается. Тебе не кажется, что ты себе в голову это внушил? Нет, у меня никогда нету такого. Ну, ты сейчас говоришь это. Это я сейчас сказал после вот Италии. Вот после Италии вот у меня реально какая-то запара, типа, я думаю, что, господи, ну я уже QuakeCon сыграл, Италию сыграл, DreamHack сыграл. Алло, Сашка. Здорово, молодой. Кто звонит? Ну, это я. Ну, в смысле, это ты? То есть это ты, это я из будущего. Ты давай там заканчивай сморкаться. Взял волю в кулак, а не раскисать. Ты взрослый волосатый кожаный дракон в этом мире. Все у тебя получится. В топ-3 зайдешь. Это я тебе как родственник говорю. Давай, будь здоров. Мы придем сейчас к этому, когда будем говорить про Польшу. Сейчас последний вопрос к Антону касательно последнего сезона. Антон, ты его активно, в принципе, первый и второй сезон ты совмещаешь с игрой в Apex. И ты, наверное, один из немногих, кому удается... это не сказывается. Заметил, Килсон в Apex играет? Ну, там он так играет. Уровень его игры в Quake сейчас как оцениваешь? Ну, высочайший. Сайфер заметил, в Apex и Quake миксует? Ну, не настолько, сколько ты, мне кажется. Ты больше времени уделяешь Apex. И при этом... Ну, Санек, вот пример живой, да? Поиграл в Apex, и появились вопросики. Ну, у меня сильно упала, да, у меня сильно упала игра. Да, я даже не говорю про меня. Я причем очень давно... Опять же, Килсон играет в Apex, но не на таком уровне, как ты. Какой там уровень, он один и тот же. Там бегаешь, все то же самое. Ну, все-таки ты участвуешь, там ты в скримы играешь, ты участвуешь в турнирах. Не, можно я добавлю? Да. Сайфер, извини, Сайфер тоже играет, но опять же, он не играет на первых ролях, он все-таки тренер больше, да? Понятно, что ему нужен какой-то уровень игры, нужно понимание, но все-таки я имею в виду, что из всех вот звезд Quake ты, наверное, больше всего времени Apex уделяешь. Вот еще может быть, меньше всего Quake. Помимо тому, что он уделяет много времени Apex или миксует с Quake, он еще может долго не играть в Quake. Но при этом хорошо все равно выстрелил. Слушай, у Венгра выиграл. Я 3 недели в Quake не заходил. Вот к этому и вопрос. Да. Что? Как, твою мать, ты это делаешь? Да. Научи Сашку, я не знаю, давай мы перельем твою кровь, укуси его. У меня так просто работает, что я после длительного перерыва, вот первый день, когда я сажусь играть, у меня более-менее нормально. Я тебе говорю. Зато потом начинается просто лютая дичь. Ты просто не понимаешь, я когда ты первый раз в игру зашел. В новое место, принципиально, знаешь, вот в клуб приходишь, новый монитор, даже какая-то там мышка непонятная, я все попадаю. Я сам себя не узнаю, у меня просто отлично, все понеслась. Стоит мне привыкнуть на несколько часов, и у меня прям просаживается. Ну и что это такое, как бы? Это все объясняется с точки зрения именно от организма человека. Ну объясни. Мы быстро подстраиваемся под новые условия. Наверное. Что у тебя, фокус какой-то идет? Типа, ой, типа, все прикольно, все новое, надо сфокуситься, типа, посмотреть на результат. Как это будет вообще, типа, сейчас вот играться. Так, что ли? Не знаю, возможно... Не, Антон, пока ты не скажешь, возможно, твой организм, из-за того, что длительный перерыв был, он, грубо говоря, у него начинают притупляться те ресурсы, которые, собственно, он использовал для того, чтобы хорошо играть в Quake. Что, память какую-нибудь можешь? Ну, там все что угодно, когнитивная, там мышечная память, я не знаю, реакции и так далее. Это все притупилось. После длительного перерыва ты заходишь в игру и делаешь, я не знаю, установку себе в мозгу, что да ты все помнишь, да ты все знаешь, да там все легко. И ты сам себя по итогу настраиваешь на то, чтобы у тебя все получалось. И ты, грубо говоря, запускаешь вот эти вот все механизмы своего организма, чтобы они работали вот по этому принципу. У тебя начинает хорошо реакция работать, я не знаю, нервная система хорошо работать, мозги начинают хорошо работать и так далее. Может быть, я это просто тебе наобум сейчас сказал. Я не изучал этого, типа, мне это не нужно. Если нужно, я бы изучил. Проверять я, конечно, это же не буду, сказал бы Дружко. Но
Спорное заявление. Именно с этим, может быть, и Рейзи не играть тогда перед Иланом? Возможно, у всех свои. Ну, не знаю. Я даже тестировать это не хочу. Типа вот так вот 2 недели не играть. Я точно знаю, что лучше всего я играю на турнирах и после турнира. Когда именно я себе даю установку, что надо показать максимальный свой уровень. Ну, ты установки, видишь, даешь какие-то. А ты себе не даешь установки? Ну, мне всегда установки на то, чтобы выиграть. У меня нету других установок. На то, чтобы выиграть? Да. Ну, ты же выиграть можешь за счет чего? Просто я буду играть в свою игру, ничего особенного предпринимать не буду. Единственное, что, может быть, надену шерстяные носки. За счет своего уровня игры. Ну, просто я как бы... У меня в голове, что я... Вот ты садишься играть, у тебя сейчас матч. Да, ты себе что-то говоришь? Ты сам с собой разговариваешь? Нет. Нет? Ты просто ждешь игру и все. Ну, да, ожидаю. А ты там не проговариваешь, например, против кого ты играешь? Просто я Гомер думал, такой, знаешь. я это все еще вот прям до игры обдумал. Ну, то есть не во время того, когда я сел и жду загрузку, а вот еще до обдумал. Вот так. Я понял. А ты обдумываешь прям во время, когда сел? Да, по-разному. Ну, просто сидишь, например, о чем ты думаешь. Можешь там подумать, как играет игрок, какие там пики, как сейчас можно, не знаю, сыграть. Ну, например. так какие-то мысли летают, но не прям что... Ну, глобально я уже все обдумал. Еще во время, когда пики были. Ну, вот прямо что вот... Я понял. Ну, и в принципе так же, да. Просто не знаю. Перед самой игрой ты это как закрепляешь. Ну да, ну прям такого загона сильного нету. Прям вот, Загона нет. Не загона, а вот обдумывания, когда я уже сел за монитор. Такого нету. В этом может быть ошибка. Возможно, проверь. Попробуй. Ладно, мы ушли в философию. Это вот уже вот прям конкретно философия. Так, а вся игра... Наша жизнь философия. Весь спорт — это философия, по факту. Так, ребятушки, ну поскольку своих идей у нас очень мало, и обычно контент мы воруем, у нас будет блиц, да, как у всяких модных блогеров. Антон, блиц к тебе. Погнали. Блиц. Почему изменил кулер на кулерс? Ребрендинг. Такой серьезный. Как Сбербанк, примерно. Да? Сбербанк З. Сбербанк З. Окей, ZN или DM6? DM6. DM6. Quake Champions или Quake Life? Quake Champions. Quake Champions. Зерафо или Рафа? Зерафо. Ты же играл в ЦЗМ. Ну, его, если бы он был, я бы выбрал ЦЗМ. Окей. Сейчас очень внимательно. Царь или король? Царь. Окей. Ну и последний вопрос, на котором Сашка очень настаивал. Он говорит, офигенный вопрос, надо задать. Он прям говорит, блин, мне этот нравится. Что бы ты никогда не сделал в жизни? Задал такой вопрос. Ну, это не для блица, конечно, но тем не менее. Не убил бы человека. Не убил бы человека. Отлично. В гостях у нас был король, The King, кстати, да? Кстати, кто тебе выбирал прозвище? Да это был рофл. Вообще мы обсуждали это в совместной конфе с игроками. Просто и там вот этот вот комьюнити-менеджер Токио, да, который, он спрашивал, какие у вас есть предпочтения, либо вот есть такие вот исходные. И он говорит, Авик типа принц. Я говорю, если Авик принц, тогда я король. Типа, ну окей, будешь королем. Я что-то не присутствовал на этой. Ну, то есть я в это не вкладываю. Поэтому ты не столько ратая, Саша. Это вообще был, знаешь, генератор случайных чисел. Я не позиционирую себя как король. Я пусть я буду просто нубас, который просто там что-то бегает, стреляет. Блин, а прикольно было бы нубас, который стреляет. Типа нуб-шутер какой-нибудь. Ребятушки, вот такой у нас был выпуск. У нас наконец-то был в гостях сам Антон Сингов, а.к.а. Кулерс. Это спасибо важно. большое. Это, кстати, важно, правда. Ну, правда? Ну да, мне так больше заходит. Вот. Мы очень тебе, Антон, благодарны, что потратил время, что пришел. Еще раз мы желаем парням удачи. Каждый, кстати, не забывайте пожелать удачи, написать напутствие ребятам. Не забывайте писать ваше мнение. Нам это очень важно. Нравится вам, не нравится. В том ли направлении мы идем, да, Сань? Да, кстати, еще спасибо нужно сказать Йоши от Бесто, который помог. Можно мне тоже сказать спасибо Артизану, АМД, Феррари, Пуме и вам. Ну, маме, папе. Мама, папа.
Да, Ёж от Бесто, который помог нам вот с этим вот местом проведения. Да, спасибо всем причастным, спасибо всем спонсорам Антона, которые позволяют ему заниматься любым делом, да, и оставаться в игре. Как говорит Гуф и Баста, 20 лет. Спасибо Бесто и конкретно Ёше. Спасибо нашему монтажеру Кошмару и нашему режиссеру, оператору Дмитрию Долженкову, а.к.а. 100 likes for me. Ребятушки, не забывайте, что для нас крайне важно, чтобы вы лайкнули, нажали вот такое сердечко там внизу, подписались, колокольчик обязательно ставьте, потому что мы контент снимали очень много, и выпусков будет очень много с Антоном и до, и может быть даже после. Все зависит от вас. Репостите, пишите, активничайте. Помните, что мы здесь ради вас, тратим свое время, своей жизни, чтобы нам всем было здорово и интересно. Но я думаю, то, что, Серег, надо будет глянуть. Да надо будет глянуть, как получилось. Надо будет глянуть шоу! А еще крайне важная новость. Мы с Сашкой бедные, поэтому мы ничего очень долго не разыгрывали. Мы там что-то обещали, но так ничего не разыграли. Но в этот раз все будет прям железобетонно. Одна футболка от Бесто и одна футболка лично от Антона Кулера-Сингова. Кулер-за. Прошу прощения. Двум лучшим комментаторам этого выпуска. За самый оригинальный комментарий, шутку, пожелание успехов ребятам, всего чего угодно вы можете писать, вам полное творчество. А одна, еще раз, футболочка «Выбор редакции». Это я, Сашка и Ёша. И одна футболка конкретно от Антона. Отправим вам любым удобным для вас способом по России и СНГ. Дерзайте. Удачи.